Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая встреча изменит вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, обнимаем кондиционер и продолжаем. В каких вы энергиях находитесь? Вы такой человек, знаете, вот по натуре вы вообще победитель. Вы очень общительный, вы ведете за собой толпу, вы компанейский, к вам тянутся люди. Кто-то за советом, кто-то за помощью, да. Может проигрываться, что у вас много друзей-приятелей есть. Но в то же время вот вы такой человек, который, знаете, вот очень такой, ну, услужливый, особенно это касается женщин, да, вот вы перед женщинами, конечно же, таете, вот перед женщинами вы готовы любой каприз. Влюбленный волк уже не хищник, это помним, это наша коронная фраза, да. Когда вот вы влюбляетесь, это все, эта земля уходит из-под ног, звезду с неба достать, и понеслась жара. Смотрите, еще есть такой момент, как некая нерешительность. В каких вопросах нерешительность? А нерешительность проигрывается, скорее всего, в тех вопросах, когда вот касательно разрыва, развода, да. Это могла быть ситуация, когда вы, допустим, давно чувствовали, что уже все, чувства ушли. Может быть, было ощущение, что вот вам изменяют, что пора расставаться, да. Но вы давно как-то вот, ну, не решались это сделать, то есть вы тянули. Нерешительность именно касательно вот ваших отношений, разрушения отношений, да. Да, возможно, вы и в конце, вот в итоге психанули, хлопнули дверью и ушли, да, вот точка кипения наступила, и вы ушли. Но какой-то период вы однозначно вы не решались этого сделать, да, потому что любили, потому что, может быть, кто-то ради детей еще оттягивал, да, дети это святое. То есть, несмотря на то, что вы сильный мужчина, все равно вот в таких вот вопросах касательно женщин, да, вот бывает некая нерешительность. Также, смотрите, могут проигрываться еще у некоторых из вас, помним, что это общий расклад, финансовые какие-то вот проблемы. Это могут быть сокращение зарплаты, это может быть увольнение, это может быть задержка зарплаты. То есть я бы вам рекомендовала денежку где-то отложить на всякий случай, да. Принято считать, что на черный день, но я не люблю эту фразу, потому что пусть все дни будут, да, у нас белыми, но на всякий случай денежка в заначке где-то должна по-любому всегда быть. Теперь еще такой момент вот в вашей жизни был настолько болезненный период, момент. Давайте посмотрим, с чем это связано. Конечно же, с любовью, с браком. Вам настолько сделали больно, да, что вот именно человек, ну, женщина, понятно, которую вы любили, из-за которой вы стали жить теперь один, вы пошли своей дорогой, да, но вы пошли вот и с болью, и с облегчением одновременно. С облегчением в том смысле, что, ну, никто не компасирует мозги, да, это опять же уже не первый раз у нас в раскладах выпадает. Это, скорее всего, и брак разрушенный, да, потому что карта брака у нас. Но очень тяжело вы переживали разрыв. Те из вас, кто, допустим, недавно разошелся и сейчас находятся в этом состоянии, у кого уже какой-то период более длительный прошел, возможно, вы пережили уже, да, но было безумно больно, было обидно, было настолько тоскливо, да, что иногда вот, ну, не хотелось даже, ну, не хочу я это слово говорить, да, вот, ну, как бы между небом и землей, что реально вас, может быть, даже вот спасали друзья-приятели, да, именно морально спасали, да, чтобы вы ничего с собой не сделали, чтобы, может быть, вы не скатились в бездну, да, чтобы не начали уж слишком часто в рюмку чая заглядывать, да, потому что очень часто люди именно после таких вот болезненных разрывов начинают, ну, реально опускаться. Ну, вас вот не допустили до этого именно ваши либо родственники, либо друзья.
Плюс еще может проигрываться момент, когда вот ваша распрекрасная зазноба бывшая, да, очень такая падкая к деньгам, да, вот она свои-то ручонки пытается, может быть, даже сейчас до ваших денежек тянуть. Либо же, если вы сейчас находитесь в стадии развода, вот она на свою красивую жизнь, вот она пытается как можно больше отсудить денег, забрать, может быть, квартиры, там большую часть отсудить. То есть материальные блага– это ее приоритет, да, вот, ну, достаточно взглянуть на эту карту, и все понятно, что женщина любит себя, любит красивую жизнь, и женщина, ну, как правило, не способна любить других, такого типажа женщина. Поэтому вот вам и пришлось очень и очень непросто. Вот, да, вот сладкая парочка. Очень хорошо так говорит вот этот вот тандем, да. Посмотрите, как она себя поставила. Вот сейчас это даже чисто психологический момент, который вы так любите. Смотрите, как она себя ощущала в отношениях и как вы себя ощущали, да, из которого все соки выжали, да. Вот еще дамочка, которая вас, ну, как бы, мягко говоря, унижала, да, кого-то оскорбляла, да. У некоторых может проигрываться, что даже рукоприкладством занимается. Кстати, вы мне кто-то даже писали, по-моему, не один раз уже, что руку подымала, да, женщина. Но это вообще трэш. Когда женщина поднимает руку, ну я не знаю, у меня просто нет слов. Поэтому вот взгляните, ребятушки, на вот эти три карты, да, вот эта распрекрасная зазноба, вот как она наклоняла вас, да, вот до чего она вас довела, что у вас уже, возможно, ни сил не было, ни моральных, ни физических, никаких, вот в каком состоянии вы оказались после разрыва с ней, да, а возможно, даже и при жизни с ней, вот вам было, ну так, хреновенько, мягко говоря. Поэтому я вам не позавидую то, что вы пережили. Это реальный трэш. Так, смотрим теперь дальше. Какая же встреча изменит вашу жизнь, да? Смотрим. Так. Вы впахивать так и будете. Смотрите, вот какой-то период еще будет непросто. Вот период, именно, знаете, почему-то вот у меня идет такая информация, что очень часто вы будете вспоминать то, что произошло в вашей жизни. Вот это даже не ностальгия, это ну реально негативные воспоминания, вот реально. У вас будут, вот наклевывается, мы сейчас посмотрим дальше, да, что будет дальше в вашей жизни, но как-то уж слишком сильно вас в негатив вот уносит, слишком сильно, вот вы пытаетесь, возможно, кто-то отвлечься работой, потому что, ну, очень много таких вот каких-то моментов, которые не дают вам покоя, из-за которых вы можете не спать ночами, из-за которых могут развиться и стрессы лишние, и плюс заработать новые болячки, либо же хронические какие-то болезни начнут обостряться. Про личную жизнь я вообще молчу, здесь пауза полнейшая, я не вижу абсолютно рядом новой женщины, которая могла бы, ну, покорить ваше сердце, да. У кого-то это может быть неготовность к новым отношениям, это может быть осознанное такое, знаете, отхождение от женщин, так сказать, да, добровольное такое отшельничество, что ли. Но, тем не менее, падают кардинальные перемены. С чем они связаны? Давайте посмотрим. Смотрите. У вас начнут развиваться судьбоносные отношения, но опять же, финансовое положение ваше улучшится. Улучшится, хотя вам казалось бы не до этого, да, вот финансы как-то вроде бы и хорошо, но все равно на душе хреново. Даже вот если вам дай сейчас больше денег, ну как-то деньги особо не радуют, потому что ну на кого их тратить, да? Вот как часто мужчины говорят, ну сколько там мне надо, да, я и то, и то, и то себе купил, а куда дальше? Ну на кого мне тратить? Ну хорошо, ну детям я дам еще денег, ну а куда дальше? Ну то есть, смотрите, потихонечку жизнь начинает входить уже в русло. Смотрим дальше сейчас, что пойдет, что пойдет дальше у нас в личной жизни, да, какая же встреча изменит вашу жизнь. Так, что же за встреча? Угу.
Смотрите, это будет встреча с женщиной, вот с которой у вас как-то, ну, я бы сказала, наверное, молниеносный романтик начнется. Это будет встреча с женщиной, ну, скорее как-то вот вы пересечетесь то ли по работе, вот что-то связано с работой, да. Это не обязательно, что вы вот работаете вместе. Это может быть по дороге на работу, по дороге с работы, да, может быть в командировке, может быть, я не знаю, там какие-то филиалы, там еще какие-то операции рабочие. Ну, то есть у каждого, конечно же, это своя профессия, своя работа, всех проигрывается по-разному. Это будут отношения, знаете, вот, ну, обычно я ее называю любовь с первого взгляда. Настолько вот теплые такие, романтичные, да, вот именно состояние, когда хорошо вдвоем. Когда это же романтика, когда те же прогулки при луне. Это отношения не будут основаны именно на интиме, да, вот обычно, вот когда люди знакомятся, как правило, у мужчин срабатывают инстинкты, да, вот именно вот сексуальная страсть. Вот ты смотришь на красивую женщину, и ты понимаешь, что тебе ее хочется, ну так, по чесноку, да, я-то знаю все ваши эти подноготные моменты. Здесь у вас, помимо страсти, вот будет, ну, какое-то вот взаимное притяжение, знаете, как будто, ну, родного человека встретил, что ли, да? Вот бывает, вот напишите в комментариях, бывает у вас такое ощущение, вот знакомишься с женщиной, совершенно новый человек, да, но ты понимаешь, что ты ее как будто бы 100 лет знаешь, тебе настолько легко, тебе настолько просто с ней, тебе настолько комфортно, хотя ты ее видишь первый раз. Вот какое-то, знаете, соприкосновение, вот, ну, два пазла сошлись, вот две половинки одного яблока, вот просто вот их сопоставили и все сошлось. Женщина будет довольно моложавая, да, но она, знаете, вот она настолько вас как-то вот покорит вот своими качествами, да, плюс внешность, вот этим комфортом, что вам даже по большому счету будет все равно, какой у нее там что, третий размер, первый размер груди, там, знаете, как вот эти все заморочки бывают у мужчин. То есть вам будет по барабану. Кстати, напишите, вот я сейчас такой небольшой опрос делаю, да, вот какой размер груди вы предпочитаете? Вот так, по чесноку, да, я иногда делаю такие соцопросы, потому что, ну, почему-то вот многие женщины заморачиваются, да, начинают эти все силиконы вставлять, они думают, что вот чисто, вот она третий размер сделала, все, она безумно будет любима, да. Ну, это смешно просто. Вот напишите, мне просто интересно, да, еще раз, в очередной раз сделать такой соцопрос, вот какой размер вы предпочитаете, либо же вам все равно, да. Далее, поехали. Что же будет у вас с этой женщиной? Какая же это будет встреча? К чему же она приведет, да? Что же будет? Хотя, в принципе, уже видно, что смотрите, вы будете настолько ревновать ее, вот вам будет настолько хорошо с ней комфортно, вы будете стоять вот на страже ее, да, вот всех каких-то потенциальных ухажеров, претендентов, вот вы будете просто, знаете, отгонять, как, ну, я не знаю, как лев у нее прям вот на пороге, да, вот лежать, ну, я утрирую, понятно. Человек, с которым будет вам, знаете, вот именно комфортно во всех отношениях. Вот во всех. У вас как раз вот с ней она будет как будто ваш талисман. У вас наладится и ваше финансовое положение, наладится вообще ваше общее, даже я вам скажу, вот психологическое, вот душевное, что ли, состояние, да, помимо вот этой влюбленности, вот этого адреналина, помимо драйва, который вы будете получать с этой женщиной, с другой стороны, будет какое-то, ну, умиротворение, что ли. Вот это сродни чувству, когда вот вам хорошо, да, вот вроде бы это сиюминутно, да, но ты ощущаешь себя счастливым, вот находясь рядом с человеком, тебе больше никого и ничего не надо. Когда ты с нетерпением ждешь звонка, ждешь смски, когда ты считаешь минуты, секунды, когда ты встретишься с ней. Вот такой драйв, азарт, да, он настолько вас окрылит. Вы, кстати, будете даже не против ребенка, вот если есть такая возможность, да, вот если возраст позволяет вам, вы будете даже иметь, ну, не против иметь ребенка с этой женщиной. Есть у вас такой шанс. Поэтому
такая женщина, да, это реально вот эта встреча перевернет вот ваш мир, эта женщина даже перевернет ваш мир, и это будет, знаете, завершение вашего одиночества, завершение ваших переживаний, страданий, да, и завершение даже финансовых ваших проблем, понимаете? Вот это реально женщина, ваш талисман во всех отношениях. Поэтому не вешать нос гардемарины, настрой на позитив, как я вас учу от видео к видео, и все будет хорошо. И сама вот Вселенная просто пошлет вам такую женщину. И не забывайте, что я волшебница, я вам наколдую. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!